Всем привет! Я начинаю делать латные руки в стиле Кастенбруст. И начну с налокотников. Обычно такие локти с хорошо вытянутой зоной по центру сегодня делаются с помощью райзинга. То есть мы имеем ровный лист, края которого начинают опускаться. Это длительный процесс. Почему мы не можем делать это выколоткой? Потому что если мы берем лист ровный, например, 1,5 мм, и начинаем выколачивать центр, то к концу выколотки мы уже имеем не 1,5 мм, а 0,5 мм по центру. И это означает, что такой доспех легко пробивается. Идеально было бы сохранить толщину 1,5-1,2 мм на центре локтя. Я хочу попробовать взять лист 3 мм, то есть даже не так. Я попробовал взять лист 3 мм, растянул крайние зоны, оставив полностью нетронутые 3 мм по центру. Потом я протянул внутрь эти 3 мм, и у меня получилась вот такая форма. Это первый пробник, и я не знаю точно, какая толщина у меня получилась. Поэтому я планирую его разрезать. Здесь примерно 3 часа работы. Примерно 1,5 часа работы ушло только на то, чтобы подготовить лист с утолщением по центру. И примерно 1,5 часа на, собственно, форму этого локтя. Мне кажется, что райзинг это не совсем удачный метод для быстрого изготовления в промышленных масштабах, средневековых промышленных масштабов, изготовления доспехов. Потому что райзинг мы никак не можем ускорить. Даже сегодня, когда мы делаем из ровного прокатного листа, имея различные современные инструменты, это все равно очень долгий процесс. В то же время в средневековье были определенные инструменты, которые могли ускорять производство. Например, водяной молот обладал очень большой силой и скоростью работы. Но такой молот может только выковывать, то есть дифовать, выколачивать. Только эту операцию он может делать. Имеется в виду по работе с листовой сталью и достижении определенных объемов и геометрических фигур. Поэтому мне интересно разобраться, как все-таки, используя плюс-минус средневековые методы работы, можно ускорить процесс изготовления доспеха. На самой вытянутой части у меня примерно миллиметр, даже 1,2. То есть не миллиметр, а 1,2. Это хорошо. Но в то же время, ближе к середине, вот в этой зоне, у меня больше, 1,5. То есть в этой зоне мне стоило проработать больше. Это нужно запомнить. На краях тут тоже примерно 1,2 мм. В целом хорошая толщина. Но меня смутило следующее. Дело в том, что этот локоть весил 540 грамм. Это много. Я думаю, что для такого локтя нужно 350-400 грамм, чтобы они весили. Тогда будет хорошо. Да, здесь есть не протянутые до конца зоны. Например, вот тут по краю. Я смотрю. Кстати, это могло утолщиться уже при райзинге. Такое бывает. 1,8. Но 3 мм здесь уже нигде нету. Есть 1,2 мм, есть 1,8. Это хорошо. Да, здесь тоже по центру есть утоньшение. Но не критичное, такое как раз как надо. Но слишком толстый материал остался возле центра. Теперь можно делать чистовик. Пара локтей, вытянутых в основном дифовкой. Конечно, райзингом придется немножечко доработать форму. Нарезаны две пластины, заготовки для будущих локтей. Это толщина 3 мм. Марка стали 30 КГСА. Я запланировал для себя места, где я буду разгонять материал, увеличивая площадь заготовки и утоньшая материал. По центру я буду оставлять нетронутыми 3 мм, чтобы в дальнейшем, в конце работы, с помощью выколотки увеличить объем и добиться необходимой остроконечной геометрии. Самое главное, что нужно сделать, это засечь время. Потому что если я это буду делать день, такой метод в моих условиях будет нерентабельным. Но если у меня получится сделать часа за 4 таким способом, это будет даже хорошо.
Дело в том, что чисто райзингом из 1,5 миллиметра стали я, по-моему, делал локти. Ну, первый раз я делал примерно день. То есть 4 часа один локоть, то есть 8 часов 2 локтя. Но я думаю, что райзингом пара локтей должна делаться часа за 4. Я давно их не делал таким способом и давно не засекал время, поэтому сейчас точно не скажу. Если кто знает, сколько времени делается пара локтей именно райзингом, правильно. Оговорюсь, это сейчас у нас считается, что райзингом это правильное изготовление, типа историчное. Возможно, в истории, возможно, в средневековье делали как раз немного по-другому. Потому что, еще раз повторюсь, мне кажется, что райзинг мы никак не можем ускорить. То есть, работая с резаком, работая с древесным горном, с горном, который работает на древесных углях, это долгий процесс, который мы никак не можем не ускорить. Возможно, я чего-то не знаю, и возможно, как-то можно ускорить именно способ райзинг, но выколотку ускорить точно можно, потому что мы или бьем рукой, это слабый удар, или мы подключаем молотобойца, который бьет в определенное место по шпираку, который мы держим, то есть мы взяли, поставили боек на ручке, и молотобоец просто лупит, не думая про точность удара там, или какую-то наклон кувалды, он просто бьет в нашу выставленную приспособу, в наш инструмент. А мы уже выставляем, то есть мастер уже выставляет этот инструмент в необходимую точку с необходимым там наклоном и так далее. Получается, можно ускорить работу и можно, например, в условиях средневековья, если у нас есть один мастер и два молотобойца не обучены, то есть работники, которые не специалисты, но они могут просто поднимать молоток и опускать его. Этого хватит. Любой здоровый мужик может это делать. В то время как делать доспех и делать правильные формы по размерам клиента может не каждый. Поэтому, имея одного специалиста и троих просто мужиков, мы увеличиваем скорость работы просто в 3 раза. Это мы не говорим про, если мы подключаем серьезные инструменты, серьезное оборудование, как водяной молот. Для средневековья водяной молот это очень серьезное оборудование. И вообще доспешное ремесло в те времена, я думаю, что это было сродни оборонной промышленности государства. Были свои секреты, были свои технологии, которые не распространялись, свои тайны определенные, и непосвященных туда не допускали. Просто так туда ходить на экскурсию, а давайте сходим, посмотрим, как там делаются доспехи, никто не мог туда попасть, я уверен. Еще раз, сейчас я буду разгонять материал, добиваясь необходимой толщины и необходимой площади, и при этом я засекаю время. За час и 7 минут я смог протянуть края моей заготовки. Да, этот хитрый способ совмещения двух деталей и одновременная проработка на байках я подсмотрел на самом деле в старом видео про то, как работники делают на старом водяном молоте ковши для укладки кирпичей, так это называется, у них на видео так называется. Если вы посмотрите это видео, сейчас я вставлю кадры, вы увидите, насколько сильный этот зверь водяной молот. И я вообще вот визуально думаю, что этот молот, который на видео запечатлен, просто даже сильнее, чем мой пресс. И с ним я бы, возможно, еще и быстрее бы сделал мне поставленную задачу передо мной. Чем хорош метод совмещения двух деталей вместе? Первый плюс. Детали тянутся одинаково, что верхняя, что нижняя.
То есть мы контролируем форму, нам не нужно заниматься подгонкой формы. Второй плюс. Когда две детали совмещены друг с другом, они аккумулируют больше тепло. То есть наш верхний боек остужает материал и нижний. Если бы это был один лист, при сжатии сразу бы чернела полоса, то есть сразу резкая потеря температуры. А здесь же верхний боек касается верхнего листа, нижний нижнего, то есть тепло сохраняется дольше. В итоге я могу просто дольше работать, это ускоряет мою работу. И без этого старого видео я бы на самом деле бы и не додумался до такого. И это вот такая хитрость, которая просто ускоряет работу в 2-3 раза. Следующий плюс. Да, вы видите, что я нагреваю резаком, которого, конечно же, никогда не было в средневековье. Но нагревая таким образом заготовки просто в горне, мы получаем возможность закладывать туда не одну заготовку, а сразу две, а возможно и больше. И если бы у меня был помощник, какой-то подмастерье, он бы просто мне подносил уже горячие заготовки, а я бы просто протягивал. Таким образом я бы еще ускорился. То есть ускорить производство доспехов в средневековых реалиях вполне возможно. Нельзя смотреть на то, как сегодня делаются доспехи, ведь сам процесс мы не повторяем и не пытаемся повторить. И, конечно же, в средневековом производстве были свои хитрости, о которых мы сейчас можем или только догадываться, или даже уже никогда не догадаемся. Потому что это ремесло уже не актуально сегодня. Есть более удобные методы производства листов, тот же прокат. Зачем нам париться сегодня, разбивать листы так, как в средневековье, если мы можем взять прокат, это дешевле, это быстрее, более прогнозируемый результат имеет. То есть мы имеем одинаковую толщину, мы имеем хорошую сталь. В те времена, конечно, такого не было. И даже понятия такого, как сталь, не было тогда. Это была какая-то дикая смесь того, чего накопали, того, чего эмпирическим методом сделали, и оно как-то работало. Но это делали, и говорить о том, что этого было невозможно сделать, не изучив это ремесло, не изучив все возможности, все доступные методы, которые были тогда, это глупо и неправильно. Так, ладно, отвлекся я. Наши детальки две растянуты. Сейчас я подправлю толщину, доклепаю и начну дифовать, то есть делать выкладку. Подготовка перед выколоткой закончена. У меня есть две пластины, у которых по центру, вот тут, 3 мм. По краям примерно 1,5 или 1,2 мм. Ну, скорее 1,5. Итого 1:07 и 26 минут. Получается, что подготовить две заготовки перед дифовкой занимает примерно 1,5 часа. Я думаю, что если бы я не бегал с камерой, я, наверное, сделал бы за час. Это я делал первый раз, и за вторым, третьим, 10-м разом, возможно, придумать, что, где и как ускорить. Ну, теперь самое интересное – сама дифовка.
25 минут работы. Получается вот такая вытянутая заготовка. Вот. Если бы у меня был прокатный лист одинаковой толщины, я бы, конечно, смог вытянуть такую форму. Но вот тут по центру у меня было бы точно не 1,5 мм, если бы я работал из 1,5 мм стали, а неизвестно сколько там, вообще фольга была бы. Локти толще, чем 1,5 мм делать нету смысла вообще. И то, судя по всему, на боевой доспех вполне хватало и толщины 1,2 или 1 мм. Конечно, такой доспех можно было пробить специальным оружием, которое заточено для пробоя доспеха, типа клевцов каких-нибудь или алебард с шипами. Но нужно понимать, что доспех вы должны иметь возможность использовать в боевых условиях и во время похода. А если на вас турнирный доспех, который весит 40 килограмм, то это обязывает вас вовремя одеваться, иметь возможность перевести этот доспех. Ведь рыцарь же не вез на себе постоянно свой доспех, он ехал в обозе. И только уже когда было понятно, что есть шанс столкновения с противником, конечно, уже включался военный режим и одевали доспех, возможно, часть доспеха, не полный доспех. И уже перед самым боем одевались полностью. И на этом, конечно, строилась и тактика, различные маневры и так далее. Доспех не является имбой. Доспех на рыцаре это не значит, что он теперь неубиваемый. Есть щели, в которые можно поразить противника. Ну и, кстати, если мы понимаем, что у нас все равно под мышкой есть щель, то зачем нам тут пытаться сделать такой на локте доспех, который вообще никто никогда не пробьет? Вас даже бить в этот локоть не будут. На вас увидят, что на вас стальная одежда, стальной защитный костюм. И будут просто вас забарывать, пытаться повалить на землю и затыкать чем-то острым. Или срезать ремни, раскрыть вашу куртку, вашу бригантину и туда что-то засунуть. Никто не будет пытаться пробивать доспех оружием, которое не предназначено для пробивания доспеха. Ну и нужно понимать, что не у всех воинов было качественное оружие. Конечно, у кого-то был там клевец из хорошей каленой стали, а у большинства, возможно, были клевцы, которые просто вот они плохо закалены. Или они перекалены, например, от одного удара он может сколоться. Все-таки это же средневековье, нужно понимать, что ГОСТов стали, марок стали тогда не было. Как получалось сделать, так и делали. В любом случае, воин, одетый хоть какой-то доспех, имел большую выживаемость на поле боя, следовательно, был более результативен. И одеваясь в доспех, нужно четко понимать границу, когда минусы от доспеха не перевешивают плюсы от доспеха. Ведь от доспеха есть и минусы. Это и цена, и ремонт доспеха, который нужно как-то оплачивать. А если у вас 500 воинов, и у которых после каждой битвы нужно платить кузнецам за то, что они починят эти доспехи. Кроме этого, доставка этих доспехов там, на поле боя или для осады и так далее, и так далее. Покупка доспехов, ну цена, говорили об этом. Множество нюансов. Поэтому обычно, когда мы думаем про средневековые битвы, мы много чего упускаем из виду, потому что, чтобы это все прочувствовать и понять, в чем суть именно всего происходящего тогда было вот, с доспешным делом. Для этого нужно, наверное, только изобрести машину времени и отправиться в прошлое, и вступить в какую-то армию Карла Смелого или кого там, короля Бургундского, и прочувствовать это все на себе. Что, конечно же, невозможно. Не думайте, что мы тут тоже и машины времени клепаем. А то я знаю этих рептилоидов. Сейчас придумают какую-то новую дичь про машину времени еще. Все, засекаю время опять и делаю второй локоть. Надеюсь, что у меня второй локоть получится быстрее. Сейчас посмотрим. Второй локоть получился за 21 минуту. Да, быстрее не получилось сделать. Но райзингом за 21 минуту такого сделать невозможно. Я думаю, что даже если сильно стараться, вот такой объем райзингом пускается часа за 2, не меньше. А сейчас 20 минут и мы получаем хорошо вытянутую деталь. И я не боюсь, что у меня тут по центру прям растянуто. Я чувствую, что там твердо. То есть по ударам, по тому, как деформируется материал, я чувствую, что
Материала там достаточно. И это меня, конечно, радует. Конечно, от райзинга полностью отказаться нельзя. Потому как для доводки формы, то есть уже поправка всей геометрии, райзинг это то, что надо. То есть мы работаем снаружи детали, мы деталь хорошо видим, и аккуратными ударами мы просто формируем изделие. Но все-таки райзинг не подходит для того, чтобы прямо закладывать огромные площади и материалы. То, что я делал руками, можно было бы делать с помощью или молота дополнительного, или с помощью молотобойца. То есть для этого не нужен квалифицированный специалист, который вот прям знает, какая там форма должна быть. Просто человек, который обслуживает молот, или человек, который обслуживает кувалду и бьет. Но это все в теории, поэтому заявлять, что именно так и было, или именно так нужно, или именно так быстрее всего, я не могу, потому что эксперимент недостаточно чистый, у меня все-таки не средневековое оборудование, а современное. У меня все-таки сталь по сравнению со средневековой просто высококачественная. Но я думаю, что это интересный эксперимент для того, чтобы понимать, какие возможности, как минимум возможности были в те времена. Заготовка, доработанная райзингом. На один прогон райзинга у меня ушло 50 минут. То есть это означает, что я от центра всего лишь один раз прогнал к краям материал. 50 минут, это реально много. Вот я пока делал, подумал, что, блин, как было бы хорошо, чтобы была вот такая похожая папа-мама на молоте каком-то. Отстроить технологию производства, то есть по центру, чтобы было изначально даже, чтобы не 3 миллиметра, потому что я уже чувствую, что я, если буду дальше вытягивать, чисто вот вытяжкой, уже будет растянуто. Не хватает чуть-чуть материала. Чтобы по центру заготовки делаем 4 миллиметра, сгоняем края там на 1,5 миллиметра, потом идем на эту папу-маму, вот, на какой-нибудь молот. И просто это выбиваем буквально там за 3 нагрева. Не, ну может быть не за 3 нагрева, не знаю. Но, блин, райзингом 50 минут один раз прогнать это... То есть вот у меня заготовка без райзинга. И вот с райзингом. Ну,
По объему, ну да, немного острее получилось. Но это реально долго. И чтобы работать райзингом, нужен точечный нагрев, который горн, возможно, и не может дать. Хотя подозреваю, что если правильно выложить и сделать такое сопло на горне, то можно и точечно нагревать. Но для ускорения производства тут мы зажаты в определенные рамки. То есть мы никуда не можем придумать ничего, чтобы ускориться. Хотя, может быть, я чего-то не знаю. Но если мы работаем массово, если нужно работать и делать массовое производство доспехов, то вот эта хитрая идея, как показано на видео, где кузнецы с помощью водяного молота проковывают и прожевывают сразу не одну деталь, а 7 деталей. Вот тут открывается возможность просто вот именно партиями делать, большими партиями гнать определенные изделия. Типа локтей, шлемов, кирас и чего-то такого. Вот тут можно ускориться. А райзинг это чисто доработать уже финальное изделие, получив при этом предварительно полуфабрикат, но который очень близок к тому, что должно получиться. Райзинг второго локтя закончен. На это ушло тоже примерно 40 минут. Теперь у меня есть два хороших черновика на локте, которые необходимо доработать. Первое, что я сделаю, это я обрежу лишние части вот по этим линиям. И второе, мне нужно сделать небольшую отбортовку по краю локтя. Засекаю время и работаю дальше. Уже очень близко к завершению. Не хватает только отжига, это важно сделать, и рихтовку. Дело в том, что в процессе ковки у меня образовалось множество различных наклепов или напряжений стали, или даже в некоторых случаях подкаливаний об холодные предметы. То есть, когда мы сталь ложим на наковальню, иногда возможно небольшое подкаливание стали, из-за чего сталь хрупкая. И если не сделать отжиг, может случиться следующее. Вы рихтуете деталь, которая уже у вас полностью готовая, и в каком-то месте появляется трещина. И будет очень обидно, если вы сделали всю работу и запороли деталь только потому, что не сделали отжиг. Поэтому я сделаю отжиг и дорихтую и доведу уже все мелкие нюансы. Так, на доводку после райзинга у меня ушло 1,5 часа ровно. Вот сделать два локтика, 1,5 часа. Сейчас буду вспоминать, что у меня было по операциям. Первое, протянуть из плоского листа заготовку с утолщением по центру. У меня ушло, кажется, час или 1,5 часа. Допустим, 1,5 часа. Потом, после получения заготовок с утолщением по центру, я диффовал детали и диффовал, по-моему, 25 минут каждую. То есть 50 минут. Ну, представим, что час. Уже 2:30. После этого я 40 минут каждую, то есть час 20, я делал райзинг. Ну, прикинем, что это час 30. 2:30 плюс час 30, уже 4 часа.
И после этого я делал доводку 1,5 часа. То есть у меня ушло сейчас на эти 2 локтя, вот один горячий, 5,5 часов. Да, получается не супер быстро, как хотелось бы. Было бы очень классно, если бы получилось сделать за 4 часа все с рихтовкой, но пока не получается. Но я предполагаю, что если бы как-то обойтись без райзинга, то есть диффовать вещи и потом только доводку, то есть не делать эти 1:30, вот я делал 1:30 райзинг. Если вот отстроить процесс, возможно, из этого процесса можно выкинуть проходку райзингом, что ускорит на 1,5 часа изготовление локтей. Как минимум простые локти, вы видели, что простые локти можно сделать без райзинга. Просто мне нужна именно такая вот форма с этой вот остроконечным шипом. Это не простой доспех, это доспех для какого-то богатого человека. Для обычного вояки хватило бы просто локтя, налокотника, который может одеться на руку и защищать своего владельца, то есть выполнять свою прямую функцию. Но здесь же уже, и кроме того, что это защита, это еще и статусная вещь. По поводу последних махинаций, которые я вот тут здесь делал. Фактически я работал на воздухе. Для того, чтобы сделать такую остроконечную форму, самое первое, что приходит в голову, это сделать такую же приспособку, вот такую же острую, и на ней начинать осаживать. Но я похожими методами пробовал делать, и происходит следующее. Представим, что внутри нашей заготовки есть приспособа остроконечная. Мы бьем молотком с этой стороны. Деталь начинает движение в эту сторону, упирается вот тут сверху в острую приспособу нашу, и в этом месте начинает вытягивать металл вверх. То есть здесь мы ударили, здесь поднялось. И это будет постоянно. Мы работаем по кругу, и наша приспособа все время раздалбывает вот этот острячок. Но мы же делаем доспех, и эта вещь должна быть, кроме того, что красивая, она еще должна быть крепкая. И перетянутого материала мы не имеем права тут вообще оставлять. А если делать, как я, на шарике, то есть у нас просто пустота в этом месте сверху, мы опускаем необходимый материал вниз, таким образом формируя остроконечный шип, который совершенно не теряет в своей толщине. То есть, в конце концов, я его сделаю прям таким острым, и по сути удар локтем такой латной руки будет очень болезненный и очень травмоопасный, если бить по голому человеку. И, как известно, полностью задоспешенные воины в средневековье были очень редки, и большая часть стычек и большая часть войн проходили между людьми не полностью задоспешенными. И удар локтем в лицо с таким шипом, возможно, мог бы даже и убить. То есть, если мы бьем с размаху куда-нибудь в череп, в висок, это серьезная травма. Так что такие шипы на локтях и коленях вполне себе оправданы. Кроме того, что это просто красиво и изящно, это еще и функционально и опасно. Вес 480 грамм. Будет немножечко шлифовка, немного материала снимется, и возможно вес будет примерно 400 грамм одна штука. По ощущениям и вот визуально то, что я вижу, то, что я замерял, здесь полноценная полтораха. 1,5 миллиметра, которые я не боюсь тянуть. Я уверен, что тут хорошая защита. Я вытягиваю этот шип, я не переживаю, что он уже прям такой тоненький и хлипенький. По краям тоже мне было не страшно разгибать эти вещи, потому что часто бывает, что у нас материал тонкий, и мы начинаем отгибать, он еще тоньше становится. Тут все хорошо. Лепесток я планирую еще или разбить, или сточить, потому что тут больше, чем нужно. Здесь 1,5 сантиметра, ой, господи, 1,5 миллиметра толщины, но мне кажется, там 1,2 в самый раз. Вот такой локоточек получается в стиле Кастенбруст. Перевод с германского «коробчатая грудь». Характерными элементами доспеха в стиле Кастенбруст являются такие геометрические фигуры, угловатые, как коробки. То есть, если грудь, нагрудник, у нас она угловатая. Если локоть или колено, они тоже такие или граненые, острые, или просто такая сиська боевая. И еще характерные рукавицы, тоже такие угловатые. Кстати, рукавица Тристан, которую разработал я для спортивных боев, она, можно сказать, что в стиле Кастенбруст. Там как раз угловатые формы, коробчатая форма такая закрытая. Ну а на этом спасибо за просмотр.
Пишите ваши вопросы и комментарии под видео. И всем пока, до новых встреч!